В январе 2011 года Франк Ромер, немецкий физиотерапевт, хилипрактор, хиропракт и остеопат, который в 2009 году, не завершив обучение базовой программе Европейской ФДМ-ассоциации, организовал собственный курс обучения мануальной терапии по Типальдесу фактически без образовательного ценза для слушателей, и в связи с этим преданный анафеме в ЕФДМА, как я уже упоминал в видео ФДМ-ассоциации, организации или откуда кто взялся, получает поддержку Алекса Типальдеса. И вместе с ней легитимизацию себя как преподавателя метода Типальдеса, право на публикацию и распространение 4-го издания учебно-методического пособия доктора Стивена Типальдеса на немецком языке, видеокурс, собранный Алексом Типальдесом из унаследованных им от отца материалов, и право его демонстрации, а также право сертификации именем Типальдеса. Деловая активность Франка Ромера вызывает восхищение и ужас одновременно. Только представьте, человек, не обремененный ни знаниями, ни опытом, становится фактически определяющим позиционирование и распространение ФДМ в Европе. Он абсолютно очевидно копирует образовательную программу Европейской ФДМ-ассоциации, расширяет ее за счет материалов, полученных от Алекса Типальдеса, и не только, при этом предлагает более низкую цену за обучение и практически отменяет образовательный ценз для желающих обучаться. Коалиция через созданный им ИФО, Институт фасциальной остеопатии, с Робертом Шляйпом, который проводит на этой базе свои семинары, рассказывая о современных представлениях о фасции и разработанных им методах взаимодействия с ней, придает проекту Франка Ромера научную патину. В том же году Франк Ромер публикует по собственному заявлению первый практический учебник по модели фасциальных дисторсий собственного сочинения, в основном составленный из фотографий и иллюстраций. Напомню, в видео ФДМ-организации ассоциации или откуда кто взялся, я приводил доводы в пользу спекулятивности этого утверждения. Я не смог найти в себе моральных сил, чтобы познакомиться с ним подробно. Почему? Объясню в конце этого ролика. Лидеры ЕФДМА, собственно, сами создавшие эту ситуацию и фактически не имеющие никаких реальных механизмов противодействия ей, кроме увещеваний, над которыми Франк Ромер только смеется, вынуждены адаптироваться. Так, в 2009 году, вопреки прямому запрету доктора Типальдеса, они официально допускают к обучению и сертификации специалистов без высшего медицинского и остеопатического образования. В 2011 году, лишенные Алексом Типальдесом прав на распространяемое ими немецкоязычное 3-е издание учебно-методического пособия доктора Типальдеса, мотивом 4-го издания и информации из архивных видеозаписей, они формируют собственную книгу по базовому курсу мануальной терапии по Типальдесу, первое издание которой поступило в продажу в 2012 году. В 2011 или позже доктор Харрер создал семинар по истории формирования мануальной терапии по Типальдесу, на котором он демонстрирует лекцию, прочитанную доктором Типальдесом на Аляске в 2005, фрагменты его терапевтических сессий и некоторые сведения из его личной жизни. Я не располагаю точными данными, когда этот семинар был впервые представлен публике, но точно знаю, что в середине 10-х годов Георг проводил его в Санкт-Петербурге и в 2023 в Казани. На последнем я присутствовал. Демонстрируемые в его рамках материалы были весьма ограничены в объеме. У меня создалось впечатление, что запись лекции доктора Типальдеса редактировалась. Мне показалось, что из нее были удалены некоторые фрагменты, хотя вполне допускаю, что мне это именно показалось. А видеоролики лечения включали преимущественно, если не исключительно, коррекцию триггерных тяжей. Тяжелое, признаюсь, зрелище. И если бы я увидел это до того, как познакомился с моделью фасциальных дисторсий, возможно, я бы не решился пройти обучение. Отмечу, что материалы, собранные Алексом Типальдесом и демонстрируемые в Европе Франком Ромером с конца 2011 года, судя по приводимым ими описаниям, несравнимо более объемны и содержательны, чем лекция доктора Георга Харрера.
Пожалуй, единственное, на что не повлияла деятельность Франка Ромера, это, вероятно, ценовая политика ЕФДМА. Вполне законным вопросом с вашей стороны может стать: а немного ли ты, Семен, на себя берешь, обвиняя Франка Ромера в некомпетентности? Смотрите сами. Первонаперво он сам об этом заявляет в открытой переписке с функционерами Европейской ФДМ-ассоциации 2011 года. Далее, вот видео, опубликованное на YouTube-канале Алекса Типальдеса. По всем признакам Франк имитирует техники, разработанные доктором Типальдесом, так как исправить дисторсии таким образом, как он демонстрирует, невозможно. Он, собственно, и сам это понимает и признает. В публикации отчета о первом организованном им показе видеокурса, собранного и переданного ему Алексом Типальдесом, он пишет: девиз курса стал ясен уже после нескольких видеороликов. Гораздо больше силы. Дело в том, что сила и устойчивость большого пальца, необходимые для исправления триггерного тяжа, континуум дисторсии и HTP, развиваются лишь со временем и даются практикующему ценой собственных физических страданий. Позволю себе тут заметить, что у меня этот процесс занял порядка 2 лет. Но коммерческий гений Франка Ромера решил эту проблему с помощью самп-сейвера. Палец терапевта он, может, и защитит, но пациентам, которых будут лечить таким способом, я не завидую. Напомню тем, кто знал, в учебно-методическом пособии 2002 года доктор Типальдес подробно объясняет, почему коррекцию триггерного тяжа, континуум дисторсии и грыжи триггерной точки следует проводить именно большим пальцем руки. Полистайте на досуге, глава 2. Ну и вишенка на торте. В конце 2011 года доктор Сабина Блюэль, кистевой хирург, обучавшаяся мануальной терапии по Типальдесу Франка Ромера, одна из первых сертифицированных им ФДМ-инструкторов, публикует статью «Мануальная терапия в кистевой хирургии». Основная, страшно произнести, смысловая часть которой цитирует сам издат Франка Ромера. Эта публикация вызвала возмущение доктора Христиана Штайна. Собственно, его комментариев я не нашел, но сохранился ответ на его негодование Франка Ромера. Представляю его вашему вниманию целиком. В недавней публикации Академии Типальдеса коллега по ФДМ доктор Штайн рассматривает искаженное представление о методе ФДМ при проблемах с кисью, которая только что появилась в журнале Manual Medicine. Хирург-ортопед доктор Сабина Блюэль использовал рисунок из практического учебника по ФДМ Франка Ромера, изображающий трехмерную паутину, обнаруженную доктором Джимберто, для объяснения образования триггерного тяжа. Доктор Штайн и, как он утверждает, другие инструктора по модели фасциальных дисторсий, похоже, не согласны с этим. Приводятся цитаты из 4-го издания «Модель фасциальных дисторсий» Стивена Типальдеса, в котором Стивен описывает свои концепции триггерного тяжа. Любой, кто знаком с ФДМ, знает, что Стивен Типальдес всегда говорил о модели, предназначенной для визуализации того, что происходит в нашем теле. На сегодняшний день существование предположений, цитируемых доктором Штайном, не было клинически доказано. Никакого скручивания или расщепления фасции обнаружено не было. До настоящего времени было задокументировано лишь существование кальцифицированных тяжей, хотя иногда их очень трудно диагностировать. Стивен Типальдес не упомянул об этом в своей книге, и поэтому доктор Штайн, безусловно, ставит это под сомнение. Доктор Джимберто недавно приоткрыл нам завесу тайны над миром фасции живых людей. В своих впечатляющих видео он демонстрирует трехмерную хаотичную сеть веретенообразных нитей, подобную паутинной оболочке. На мой взгляд, эта сеть может быть очень эффективно использована для иллюстрации образования триггерного тяжа и объяснения того, почему давление приводит к ее немедленному разрушению. Хотя принцип Зиклок, описанный Типальдесом, служит отличной визуализацией, он неприменим к человеческому телу. Поскольку Типальдес, к сожалению, скончался в 2006 году,
он не смог адаптировать свою модель к этим новым открытиям. Однако я подозреваю, что он тоже был бы очень заинтересован в обновлении своей модели в соответствии с современными знаниями. Институт фасциальной остеопатии заинтересован в дальнейшем развитии модели Стивена Типальдоса. По этой причине в следующем году мы будем предлагать курсы второго уровня, которые, безусловно, будут включать в себя некоторые нетрадиционные утверждения с точки зрения Типальдоса Академии. Например, первый курс по методу ФДМ для детей будет включать значительную часть лечения черепно-мозговых расстройств с точки зрения модели фасциальных дисторсий, который также предлагает очень хорошие терапевтические возможности для взрослых. Институт фасциальной остеопатии продолжит выступать за дальнейшее развитие модели фасциальных дисторсий. Поскольку Типальдос Академия категорически отвергает дальнейшее развитие модели фасциальных дисторсий на своем веб-сайте, сотрудничество с Типальдос Академией и ЕФДМА в обозримом будущем невозможно и нежелательно. На этом, насколько я вижу, общение Франка Ромера с лидерами ЕФДМА завершилось. Последние стали делать вид, что первого и его деятельности не существует. Ну и для охотников за новыми техниками подарок от Франка Ромера.